Когда мы учимся в школе, ну или в университете, то историю учим, нас заставляют учить какие-то даты, кто когда правил, кто чего захватил, кто чего построил, открыл, написал. Но при этом как-то совершенно за скобками остается жизнь простых людей в ту или иную эпоху. То есть как жили в XIX веке, в начале XX или вот в 30-е и 50-е годы. Тут можно увидеть в этом зале предметы быта. В общем, да, этой лекции еще и про историю повседневности. Давайте начнем. И начну я, пожалуй, с вопроса к вам. Начнем мы с досуга. Вот вы хотите как-то организовать свой досуг. Что вам понадобится в самую первую очередь? Информация – хороший вариант, но правильный ответ я услышал. Конечно же, свободное время. Все остальное, там, информация, деньги – это все важно, но не обязательно. Именно. Да когда же у людей появилось свободное время? Такая у меня иллюстрация свободного времени. Безусловно, у части людей это время было всегда. В основном это были люди знатные, богатые, влиятельные. Аристократия, чиновничество, купцы. И они на протяжении столетий, если не сказать тысячелетий, формировали так называемую элитарную культуру. То есть культуру элит, культуру меньшинства. Какая-нибудь Сикстинская капелла или Мона Лиза или балет – это все как раз образцы изначально культуры элитарной. Приведу еще один известный пример. Я думаю, все узнают произведение. Нет. Кто-то куда-то приехал. Ну, давайте подумаем, в школе проходит. Евгений Онегин, абсолютно точно. Эта книга впервые вышла в свет в практически полном варианте в 1830 году. Как вы думаете, много ли людей в Российской империи ее прочитало? Ну, это риторический вопрос, можно не отвечать, я отвечу за вас, очень-очень мало. Во-первых, потому что значительная часть людей была неграмотной, но даже если бы они умели читать, те, кто умели читать, большинству это было совершенно неинтересно. Какой-то там повеса, какой-то непонятный сюжет, французские слова, но зачем это нужно? Дело в том, что большую часть населения России, да, кстати, и не только, это относится ко всем странам, на тот момент составляют обитатели сельской местности. Нас их называют крестьянами. Чаще всего эта картинка, она общая для всего мира. Ситуация начнет меняться только во второй половине 19 и в 20 веке. Большая часть населения России живет в деревне. Тут есть, конечно, свои важные моменты. Дело в том, что жизнь в деревне, она непростая. Давайте будем честны. Во-первых, у вас нет совершенно никакого графика, скажем так. Вот сейчас мы приходим в офис или на производство куда-то и работаем, скажем, с 9 до 6. В деревне такого, конечно же, нет. Работаю там обычно от рассвета и до заката. Во-вторых, что также крайне важно, ваш труд никак не оплачивается. Вы должны сами что-то вырастить, чтобы было что поесть, изготовить себе одежду, а еще и заплатить какой-нибудь оброк, барщину, налоги. То есть на свободного времени как такового фиксированного у людей попросту нет. Из еще одной интересной особенности, в сельской местности вы всегда на виду. То есть вот вышли мы из избы, сели на заваленку и видим, по улице идет женщина, какая-нибудь Марья Ивановна. И мы все знаем, все жители знают, как ее зовут, что у нее там, не знаю, муж, например, пьет, а сына в солдаты забрали. А дальше идет какой-нибудь мужчина, Петр Петрович. И о нем мы знаем, что он там кузнец и вообще хороший человек. В таком вот ключе. Разумеется, праздники, развлечения в сельской местности присутствуют, но в основном они связаны с какими-то религиозными датами. Иногда даже языческими. Вот тут, например, на иллюстрации это Масленица. Соответственно, Масленицу отмечают. И такая ситуация, человеческое общество живет вот в таких условиях в течение долгих столетий. Ситуация поменяется только во второй половине XIX века с промышленной революцией, когда начнет развиваться производство, начнут развиваться технологии, и люди, поскольку новые предприятия, фабрики, там нужны люди, и люди из сельской местности начинают перетекать в города. Как говорил один известный персонаж, город – это место страшное. И действительно, для бывших выходцев из деревень, которые отправились, допустим, на заработки, адаптироваться было довольно тяжело. А с другой стороны, пропадало и множество ограничений. Если в деревне вы всегда на виду, вы всех знаете, вас всех знают, то в городе вы каждый день сталкиваетесь с сотнями, тысячами людей, при этом совершенно вам незнакомых. Никому до вас нет дела, ну, в большинстве случаев, скажем так. Тем не менее, люди перетекают в города и постепенно ассимилируются там, привыкают к новым условиям. То есть городской житель, скажем, рабочий, появляется рабочий класс, это уже не крестьянин, он находится совершенно на другом уровне. Он уже грамотен обычно, вот человек читает газету на иллюстрации,
он уже, скажем так, разбирается в своем деле, и главное, у него появляется фиксированное рабочее время. Это очень важно. Плюс еще одна вишенка города – это, конечно, социальное расслоение. В данном случае фото старой Москвы. Идете вы, допустим, на свой завод мимо какого-нибудь метрополя или Астории, или другого места, а там за стеклом сидит богатый господин и съедает завтрак, равный по стоимости вашей месячной зарплате. Согласитесь, это наводит на определенные мысли. Но мы сейчас все-таки не об этом. Итак, мы на производстве. Мы попали из деревни в город и устроились на какую-нибудь фабрику, завод или какое-то предприятие. У нас сразу же появляются две очень важные вещи. Это, во-первых, фиксированное рабочее время, и, во-вторых, это фиксированная оплата. А при этом надо сказать, что работа на заводах-то была не сахар. По крайней мере, в Российской империи в начале 20 века рабочий день 10-12 часов. Никаких больничных, отпусков, декретов, пенсий, ничего этого еще нет. Тем не менее, какое-то рабочее, свободное время у людей появляется. А раз оно появляется, сразу становится интересно, что же люди делают в свое свободное время. Первым этим вопросом задались в Англии. Как раз в 19 веке, в конце, там раньше, чем в других странах, прошла промышленная революция. Соответственно, встал вопрос, как же рабочие английских предприятий, да и не только английских, проводят свое свободное время. Были проведены опросы в промышленных районах Лондона, и результаты, конечно, исследователей, мягко говоря, удивили. Давайте попробуем угадать три самых популярных варианта. Как рабочие английские проводили свое свободное время, по данным вот этих самых опросов. Так, пили пиво, играли в карты, еще варианты? Домой шли. Так, неплохо. Футбол, да, начинался, скажем так, в это время. Ну что ж, на третьем месте был вариант ответа «хожу в церковь». Такой вот религиозный. На втором месте, кто-то правильно сказал, провожу время с семьей. Ну, конечно же, на первом месте английские рабочие, да и рабочие других стран проводили время в кабаках. Ну, по-разному, барах, я не знаю, рюмочных, назвать можно как угодно. Узнав об этом, исследователи были, скажем так, недовольны. Недовольны были и руководители предприятий. Соответственно, ни в семье, ни на производстве человек, который постоянно пьет, конечно, никому не нужен. Но государство, что английское, что российское, что других европейских стран, оно сказало: ребята, на тот момент разбирайтесь сами. Поэтому владельцы предприятий, а также частные предприниматели стали думать, собственно, о каком-то альтернативном досуге, чтобы не сидеть и пить постоянно, а как-то в свободное время развиваться. Плюс к этому на рубеже веков многие города, в их числе была и Москва, мы переходим к Москве, столкнулись с одной очень большой проблемой. Города начинают стремительно расти. Если вы посмотрите, тут можно увидеть на изображении Садовое кольцо. В этих границах Москва существовала столетиями. И тут буквально за несколько десятков лет город разрастается все больше, больше и больше. Сейчас этот процесс еще быстрее идет, но уже тогда темпы роста, они вызывали опасения. Так вот, проблема была в том, что в городе начинает ощущаться нехватка зеленых зон, то есть городских садов и парков. Они, конечно, были, и было их довольно много, но все они находились в частном владении. То есть дворяне, знать, естественно, они никого на свою территорию не пускали. А если бы и пускали, это было совершенно бессмысленно, потому что территории усадеб, они для массового отдыха вообще никак не подходили. А на тот момент в Москве было всего 3 общедоступных больших парка. Может догадается кто-нибудь, что это были? Сокольники, верно, раз. Нет. Коломенская — это была еще и не Москва, к тому же. Так, второй, тут довольно недалеко от нас находится. Это были Сокольники, это были Царская усадьба. Тоже нет, это были Воробьевы горы, вы были очень близки. И третий, самый старый общественный парк в Москве, это Петровский парк, аж 1826 года. Это современная «Динамо». Да, вот Петровский парк, Сокольники, шикарная картина, называется «Гуляние в Сокольниках», как раз из тех времен. И, конечно же, Воробьевы горы. И, соответственно, Московская городская дума стала размышлять над тем, как бы количество парков увеличить. Но, повторюсь, в основном это не инициатива государственных органов, а в основном досуг людей на тот момент находился в частных руках.
А тогда же начинает зарождаться массовая культура, как противовес элитарной. Массовая культура – это то, в чем мы с вами живем, скажем так, до сих пор. Телевидение, кино, интернет, живопись – это все сейчас массовая культура. Да, люди, тем не менее, активно посещают парки, зеленые зоны и, конечно же, развлекаются. С одной стороны, устроители народных гуляний заинтересованы получить деньги, а с другой стороны, они смотрят на интересы публики. Публика, естественно, предпочитает самые простые, быстрые, эффектные и дешевые развлечения. Это, конечно же, аттракционы, довольно примитивные, но они уже есть. И второе, в начале 20 века бурно расцветает кино, кинематограф. То есть это вот, разумеется, сюда же идут закуски, напитки, все это было. Но вот два основных развлечения в парках – это кино и аттракционы. А что же поменяется в советское время? На самом деле, с точки зрения работы и с точки зрения отдыха достаточно много. Один из первых декретов советской власти устанавливал 8-часовой рабочий день. По тем временам это прямо прорыв, 12 и 8. И 6-дневную рабочую неделю. Суббота тоже была рабочей. Кстати, кто-то знает, когда суббота стала выходным днем в нашей стране? Нет? Произошло это только в 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции. Был такой вот подарок трудящимся, суббота, наконец, стала выходным. Тем не менее, делается для людей в плане труда очень много. Ограничение рабочего дня, появятся отпуска, появятся больничные, появится декретный отпуск, хотя на тот момент в 20-30-е годы аж целых 4 месяца давали декретного отпуска. И даже в Конституции будет записано в советской, что граждане СССР имеют право на отдых. Что ж, мы переходим к советским временам, и здесь надо немножечко отвлечься от труда и отдыха и поговорить о целях, скажем так, советского государства. Ведь основная цель – это коммунизм, то есть создание нового строя. А для этой цели надо было сделать довольно много, и в первую очередь надо было, конечно, изменить взгляды, мировоззрение, можно даже сказать, мышление людей. Чем советская власть и начинает заниматься. Мы переносимся с вами в самый конец 20-х годов, эпоха НЭПа уходит, а вместо нее начинается период 5-летних планов, индустриализация и коллективизация. Советская власть думает не только над созданием промышленности, да, и систематизации, назовем это так, сельского хозяйства, думает о том, как бы вообще образ жизни людей поменять, как на них воздействовать, воспитать, чтобы создать вот такого вот нового советского человека. Слово «новый» сегодня будет очень часто у нас звучать. А прежде всего изменения начинают касаться рабочих графиков. Я уже про них рассказал, покажу еще один слайд. Это новый календарь, он действовал с 1930 года и практически до войны, назывался он «Непрерывка». Суть в том, что здесь вот вы видите разные цвета. Все люди делились по группам, у каждой был свой цвет – синий, красный, зеленый, желтый и коричневый, назовем его так. Так вот, ваш цвет вашей группы – это ваш выходной день. Если вы выбрали синий, или за вас его выбрали, то все выходные ваши дни в месяце синие. Если красный – красный и так далее. Идея, в принципе, была неплоха, потому что заводы в этом случае работали без перерывов. Всегда кто-то, какой-то вот из этих цветов, какая-то из групп всегда на работу выходила. Это же было удобно и для, скажем так, сферы обслуживания, транспорта и прочего. Вы, скажем, хотите вы поехать на дачу сейчас? Едете вы в пятницу вечером и попадаете в пробку, потому что все едут в пятницу вечером. Если же выходные разделены, как здесь, то и потоки транспорта, потоки людей, они тоже распределяются. Система эта не прижилась, потому что была очень неудобной прежде всего для людей. У меня, допустим, синий выходной, у жены красный, у друзей зеленый и желтый. Да, мы встретиться практически никак не можем. Только 1 мая или там вот 7 ноября. Тем не менее, какое-то время она действовала, и это тоже способствовало формированию мест досуга, в том числе парков культуры. Параллельно с индустриализацией начинается в Советском Союзе в конце 20-х годов и культурная революция. То есть попытки те самые создать вот этого нового советского человека. В практическом смысле это выразилось прежде всего в мероприятиях по ликвидации безграмотности, ликбез, так называемый, он в 20-е и в 30-е активно шел, и также по созданию учреждений новой культуры быта. Сейчас я процитирую: новых культурных учреждений, где политико-просветительская работа сочетается с культурным
отдыхом. То есть на человека в Советском Союзе стараются воздействовать и в часы его работы, когда он трудится на предприятии, и в том числе в часы досуга. У парков культуры была еще одна очень важная цель. А чтобы ее понять, надо взглянуть на советские города того времени, ну вот, например, на Москву. В каких условиях жили люди, которые должны были создавать новое государство, новую систему и новый мир. А Москву в 20-е годы называли по-разному. Мне больше всего нравится вариант «сломанный город» или еще неплохо «крестьянская столица». Потому что город растет, предприятий все больше, население увеличивается, сокращается, соответственно, квадратура жилья, все меньше и меньше метров на человека. Проблемы с жильем, проблемы с транспортом, иногда проблемы с продуктами. В общем, еще хорошая формулировка – это город контрастов. С одной стороны, начинают создаваться новые масштабные проекты, проспекты, высотные здания, скоро откроется метро. С другой стороны, сами москвичи и жители других городов Советского Союза, они живут в очень сложных условиях. Ну вот такое вот изображение, например. Улицы того времени, транспортное снабжение плохое, троллейбусов еще нет, автобусов еще тоже практически нет, ездят в основном трамваи. Как можно увидеть, например, на этом слайде. Метро, опять же, тоже еще не построено. В общем, жизнь достаточно тяжелая. Или вот классический пример коммуналки. Соответственно, можно увидеть подпись, что 8 человек, 12 квадратных метров. Вообще люди живут в тот момент везде, где только можно. В коммунальных квартирах, в подвалах, на чердаках, иногда на лестничных площадках, потому что народу все больше и больше, и просто строительство за этим не успевает. А вот классический отрывок, классический пример, отрывок из интервью с работницей одного из заводов. 1932 год, «Комсомольская правда». То есть она описывает свой день, они трудятся, потом гуляют в парке и потом идут домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к новому рабочему дню. А вместе с индустриализацией приходит и пора масштабных проектов. Идет активная дискуссия среди архитекторов, прежде всего, о том, как должны выглядеть новые советские города. Естественно, это все не могло обойти стороной и Москву. В 1935 году будет принят генплан развития города. Вот тут его можно увидеть. На экране обратите внимание, это только план, он был реализован не полностью, но обратите внимание на количество зеленых зон. А правительство, Моссовет предполагает создать вокруг, как бы по периметру города, кольцо из парков. Как раз из парков культуры и отдыха. О важности зеленых зон в жизни горожан говорит и строительство первой линии метро. Если вспомните известную песенку про извозчика, то он ехал от Сокольников до парка. Имею в виду, конечно же, парк культуры. Давайте мы перейдем непосредственно уже к паркам, пожалуй. Поговорим о том, как же они возникли. Мы с вами уже выяснили, что парки аттракционов, парки развлечений, они существовали и ранее. Это было и в России, это было и в других странах. Вот, например, знаменитый парк Кони-Айленд, Нью-Йорк. То есть такие парки были, однако, когда в 20-е годы озаботились созданием вот этой системы, было принято властями решение создать что-то принципиально новое. То есть вот в Америке, в Европе люди развлекаются, потребляют, у нас же наши парки будут преследовать несколько иные цели. 16 марта 1928 года Моссовет принимает решение о создании первого в Москве и первого в стране парка культуры и отдыха. Этот парк находится совсем рядом с нами, сейчас он известен как парк Горького. Он был открыт как раз в 1928 году здесь, на Крымском валу. Создают парк на месте ВСХВ, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая пройдет на этой же территории, на Крымском валу, в 1923 году. От выставки сохранится до 1928 года довольно большое количество павильонов. Например, знаменитая «Махорка» Константина Мельникова. Посвящена она была, как нетрудно догадаться, табаку. Или «Шестигранник». Это уже Желтовский, это был павильон машиностроения. Так вот, в марте Моссовет примет решение о создании первого в стране вот этого учреждения нового типа парка культуры. Будет создана специальная комиссия, чтобы она все это координировала, выделены средства, примерно 1,5 миллиона рублей, в пересчете на современные около 300. И будет дан срок в 3 месяца. Срок был очень маленький. По партийной линии, по государственной, все это дело должен был курировать товарищ Луначарский. Вот здесь его изображение – это нарком просвещения. А с первого же момента люди, которые занимались созданием парка культуры, столкнулись с одной очень большой и очень важной проблемой.
Дело в том, что никто не знал, что из себя должен был представлять этот парк. То есть дали задачу построить парк, а что делать конкретно не сказали. А более того, велись даже дискуссии, как его назвать. Парк отдыха и культуры или парк культуры и отдыха. Ну, какой вариант победил, я думаю, мы с вами все прекрасно знаем. Работы велись с марта месяца по август. Все это широко освещалось в советской прессе. Сам Луначарский неоднократно приезжал на стройку посмотреть вообще, что происходит. А в итоге в начале августа был очередной его визит, где Луначарский сказал, что вообще по существу ничего не готово, и парк еще очень далек от идеального. Тем не менее, власти давили, и было принято решение открываться как есть. И первый парк культуры распахнет свои двери для посетителей 12 августа 1928 года. Вот это вот такая его первая версия. Ну, как вы понимаете, идея открывать что-то недоделанное, без четкой концепции и планов ни к чему хорошему привести не могла. А в первый же день работы сюда, на Крымский вал, придут около 300 тысяч человек на открытие парка. Огромная цифра, ну, надо ли говорить, чем все это закончилось. Закончилось это очередями, поломанным инвентарем, затоптанными клумбами, к тому же люди приносили с собой спиртные напитки, чтобы градуса веселью добавить. В итоге за первые несколько дней работы парк буквально громят. Он проработает в том году всего 1 месяц, с августа по сентябрь, после чего будет закрыт. Тем не менее, власти увидели главное. Они увидели, что людям это интересно и что эта история востребована. За месяц парк посетит около 1 миллиона человек. Огромная цифра – это практически все население Москвы того, ну не все, половина населения Москвы того времени. Поэтому было принято решение эксперименты продолжать. Что и было сделано, парк Горького откроется повторно в 1929 году, а вслед за ним один за другим сначала в Москве, потом в Ленинграде, а потом и в других городах Советского Союза, как грибы после дождя, будут появляться парки. 30-й год – Измайловский парк, был имени Сталина. Затем 1931 год – парк Сокольники, тогда был имени Бубнова. Затем 1932 год – парки Краснопресненский парк, парк Останкино, имени Дзержинского. В общем, число их росло очень и очень быстро. Тут вот можно увидеть такую статистику. К началу войны в Советском Союзе было уже больше 1000 парков культуры и отдыха. То есть во всех крупных, мелких городах, поселках городского типа они появлялись. Но надо отметить, что образцом для всех остальных стал именно парк Горького. Сегодня мы будем говорить о нем немножечко больше, чем про другие парки. В современной России, для сравнения, сейчас 317 парков культуры и отдыха. Из них около 50 имени Горького. То есть он до сих пор номер 1 по количеству парков. Давайте теперь разберемся, собственно, а зачем это все было нужно? Зачем это нужно было властям и почему люди туда так активно ходили? Начнем, пожалуй, с властей. Разумеется, советское правительство ничего просто так не делало. И у властей были вполне конкретные задачи и вполне конкретные требования. Они, разумеется, выделяли средства, они назначали людей, и они хотели получить от парков вот то, что вы видите на экране. Во-первых, образование, потому что индустриализация, стране нужны квалифицированные специалисты, и вообще уровень образования людей надо было поднимать, банально грамотность. Во-вторых, это воспитание. Мы помним, что мы создаем нового советского человека. Как раз в парке культуры подразумевалось, что когда человек отдыхает, он, значит, расслаблен, и новые идеи будут им восприниматься проще. В-третьих, это физическая подготовка. Ну, это все идет в тесной связке с военным делом. И четвертое, конечно же, пропаганда. Пропаганда образа жизни, идеалов, мышления и советской власти в целом. Сейчас я покажу вам иллюстрацию, как вообще в идеале представляло себе всю эту картину государства. Эта картина, вы могли ее уже видеть, она была на заставке нашей лекции. Это полотно, которое было написано Василием Сварогом в конце 30-х годов для Всемирной выставки в Нью-Йорке. Полное ее название – Иосиф Виссарионович Сталин и члены Политбюро среди детей в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. По данным советских газет, Сталин и члены Политбюро, там Молотов, Ворошилов, Калинин, Жданов и некоторые другие, они действительно в парк приезжали. В 1935 году к этому визиту Сталина мы еще вернемся обязательно. Это важная история, но пока просто посмотрите на картину.
Солнце, зелень, явно лето, то есть, скорее всего, на улице тепло, все в таком сиянии, и товарищ Сталин в окружении детей и своих единомышленников, разумеется, идет по набережной парка культуры. А дети, кстати, обратите внимание, по одежде это видно, да и по лицам, они разных национальностей, то есть они как бы олицетворяют разные народы Советского Союза, наша дружба народов. И вот эта картина изображает то, как власти, собственно, увидели основную цель парков культуры и отдыха. То есть все радостные, счастливые, жить, вспоминаем сталинский лозунг «жить стало лучше, жить стало веселее», единство народа и власти, товарищ Сталин, значит, лично с товарищем Калининым, с детьми общается. Если бы это была правда, и все было на самом деле так, как на этом полотне, наверное, лекции бы нашей сегодняшней с вами не было. В реальности, конечно, все было иначе и несколько сложнее. Хотя, забегая вперед, сразу скажу, что были в парке культуры и хорошие идеи, которые существуют до сих пор, а были идеи и откровенно странные, которые не прижились. Перед тем, как мы перейдем к самим паркам, надо сказать несколько слов о людях, которые там работали. Я уже сказал, что парки создавались без определенной четкой концепции, потому что концепция воспитать, сделать жизнь лучше – это все очень размыто. А второй момент – не хватало людей. Попросту не было в стране людей, у которых был бы, скажем так, опыт массовой работы. Сейчас найти каких-нибудь аниматоров для мероприятий не проблема, тогда же это было крайне трудно. Приходилось всему учиться на ходу, что добавляло деятельности парков культуры сумбурности. Причем набирали людей в парк либо за деньги, либо иногда бесплатно, порой добровольно-принудительно. Это считалось полезным общественным делом. Вот, например, не знаю, товарищ Иванов живет в Фрунзенском районе, он ударник труда, но никакой социальной работы не ведет. Это плохо, товарищ Иванов. Мы вас запишем в активисты, не знаю, будете вести в парке спорт. Или товарищ Петров, инженер того же предприятия, инженер, механик, отлично пойдете и проведете лекцию. Что любопытно, в парках культуры подобные истории практикуются иногда и до сих пор. Такое бывает. А все это было обычно добровольно-принудительно, зачастую добровольно-принудительно, кто-то шел и сам. Соответственно, и все это, конечно, сказывалось. То есть без подготовки порой возникали сложности и эксцессы. Кстати, штат работников парков был попросту гигантский. В 30-е годы в парке Горького работает около 2000 человек, постоянно или временно. В Сокольниках примерно 2500, в Измайлово вообще около 3000. Можете себе представить масштаб. Скажу вам больше, те люди, которые работают в парке постоянно, они там зачастую еще и живут. На территориях парков были общежития, я уже говорил, с жильем были проблемы. И эти люди там же и проживают. Тоже нормальная практика. Того времени хочу показать вам две небольших заметки. Они из газеты ПКИО, которая выходила в 30-е годы. Посвящена, соответственно, была Московским паркам культуры. Значит, статья, которая называется «Антипартийный поступок». Вы можете прочитать, я вкратце расскажу. Там некий товарищ Гукаев устроил свою жену на работу в парк, а жена в этот момент уже была в положении. Естественно, Гукаев об этом знал и, значит, воспользовался ситуацией, чтобы, как выражается автор статьи, определить супругу на содержание государства на несколько месяцев. То есть она вышла и сразу же ушла в декрет. А второй случай, вторая статья, вообще какая-то дикость, там рассказывается про нескольких работников, кстати, парка Горького, которые в состоянии алкогольного опьянения пришли в общежитие, собственно, на территории парка они и жили, после чего поймали кошку и закинули ее в печь. Ужасная совершенно история, но, что любопытно, автор статьи возмущается даже не гибелью этого несчастного животного, а тем, что рабочие сожгли общую кошку. То есть кошка всего общежития, они, значит, ее своевольно вот так вот погубили. Разумеется, не все работники парков культуры были такими вот людьми, но в силу огромного штата эксцессы случались постоянно. Теперь давайте все-таки перейдем к посетителям и к активностям. Кто же приходил в парк, зачем, какие идеи до них хотели донести. Если мы откроем словарик работника культуры того времени, то чаще всего увидим там вот 4 слова, которые у вас на экране. Во-первых, это, конечно, новый, мы про это уже поговорили. Новый быт, новая жизнь, новая культура, новый мир. Все новое. Во-вторых, слово «масса». Очень часто встречается, любое мероприятие в любом парке было массовым. А коммунизм подразумевал коллективизм,
И индивидуальность очень, можно сказать, осуждалась. Одно время в Советском Союзе даже была запрещена книжка Робинзон Крузо, потому что он там один на необитаемом острове индивидуально выживал. Если в коллективе, другое дело. Так вот, масса, все было массовым, массовые мероприятия, массовые занятия физкультурой и так далее. Третье слово – это пропаганда. Сейчас оно имеет такой вот негативный оттенок, но в то время было исключительно позитивным. Говорили, например, не занятия спортом, а пропаганда здорового образа жизни. Не лекция, как у нас с вами сейчас, а пропаганда, там, не знаю, естественно-научных знаний. И последнее слово – это актив. Актив, активист сейчас тоже может быть негативным словом. Тогда же это в основном человек или группа людей, которые добровольно пришли помогать парку. Я уже про них успел рассказать. Какие-то рабочие из заводов окрестных, какие-то деятели науки, культуры, писатели, которые обычно бесплатно парку помогали с мероприятиями и там, скажем так, подрабатывали. Отношение было настолько серьезным, что у парков культуры, по крайней мере в Москве, в 30-е годы были даже свои гимны. Ни много ни мало. Вот можете прочитать на экране, это марш. Ну, марш, он же гимн парка культуры и отдыха, 30-е годы. Все выглядело. Петь не буду, мотив, к сожалению, до нас не дошел. Кстати, говоря о гимне и о массовости, одна из активностей парка, чуть-чуть вперед забегаю, это массовое хоровое пение. Когда на эстраде, значит, играл оркестр, люди приходили и могли в этом поучаствовать. Поскольку, естественно, не каждый знает слова, допустим, вот марша парка культуры, а караоке еще не придумали на тот момент, то делали очень просто. В нужный момент выходил массовик с огромным плакатом, где был написан первый куплет, его все пели, затем припев, затем второй куплет и так далее. Так, из чего же все-таки состоял среднестатистический парк? Схемы, ну, опять же, я привожу в пример парк Горького, но в целом все парки культуры создавались вот именно по этой схеме. Основной частью любого парка был партер, ну, как партер в театре, первый ряд. Это место, где были сосредоточены все активности. Там была красивая арка входа, там были спортплощадки, лектории, театры, кинозалы и прочее, прочее, прочее. Основную же часть территории составляли зеленые или прогулочные зоны. А здесь создателей парков подвела любовь, в то время была любовь к гигантизму. Все парки культуры строились, это были огромные территории. Парк Горького 200 гектаров, Сокольники около 300, Измайлово, по-моему, там до 500 доходило на пике. То есть можете себе представить, это огромная территория, и контролировать ее, конечно, полностью, даже если у вас 3000 человек, было нельзя. Это очень быстро поняли, и все активности сосредоточили вот в основной части, в партере. Но если люди по какой-то причине не хотели в них участвовать, они просто шли дальше в прогулочные зоны, где были предоставлены сами себе. И порой это заканчивалось очень интересным образом, скажем так. Плюс, что очень важно, посещение парка было добровольным, к тому же платным. Сейчас все, наверное, московские зеленые зоны открыты, в то время надо было купить входной билет. Стоил он доступных денег, но тем не менее. Того добровольность, большие зоны и тематические части, вот тоже можно увидеть их на экране. Обычно в парке их было 8-9, наполнение могло меняться, но незначительно. Мы с вами сейчас их рассмотрим. Но сначала поговорим про оформление. Человека советского, мы уже выяснили, надо было воспитывать. Это, конечно, очень серьезно сказывалось. Это отражалось в оформлении всех парков культуры. От входных групп до каких-то незначительных моментов, таких как лавочки, скульптуры, урны, все это по замыслу создателей парков должно было людей воспитать. Прибегали и к наглядным демонстрациям. Вот, например, такое вот изображение «Наши враги». То есть в парках всегда проходили перформансы. Вы не могли просто пройти по нему. Должны были узнать что-то про коллективизацию, узнать, что пьянство – это плохо. Да, соответственно, ударный труд – хорошо. Кстати, скажите мне, пожалуйста, я уверен, что каждый из вас посещает парки сегодня. Зачем вы вообще приходите сегодня в парк? Так, прогуляться, так, еще. Что? Сменить обстановку, класс. Еще варианты? Покататься, хорошо. Конечно, тут нет правильного ответа, каждый приходит за чем-то своим. Это само собой разумеется. Но то, что вы перечислили, прогуляться, сменить обстановку, там, покататься на чем-то, это все неправильный отдых.
по крайней мере, так считали в 30-е годы. Это так называемый пустой досуг. А досуг должен был стать полезным. То есть вы не просто там вот праздно шатаетесь, я извиняюсь, по аллеям парка или лежите где-нибудь на лавочке. Вы должны свое свободное время, когда пришли в парк, тратить на что-то вот такое вот важное. Как-то развиваться физически, интеллектуально, культурно или как-то еще. Из интересных образцов воспитательной работы, как пытались людей перевоспитывать, в московских парках в 30-е годы появляются аллеи ударников. То есть, если вы были передовиком производства на каком-нибудь заводе или в колхозе, в Москве, Подмосковье, то абсолютно серьезно могли изготовить ваш бюст, как на фотографии, и установить на постамент. И все посетители, гуляя по какому-нибудь парку Сокольники, видели, что Иван Иванович – передовик производства колхоза «Красная звезда» или там фабрики «Красный Октябрь», например. Но чтобы помимо пряника должен быть и кнут, поэтому были еще и аллеи прогульщиков. На полном серьезе руководство парков обращалось к, соответственно, парторганизациям на предприятиях и делали такие вот черные списки. И рядом с аллеей ударников была аллея прогульщиков, где тоже можно было прочитать, что Иван Иванович, там какой-нибудь фрезеровщик такого-то завода, он пьет. Или то, что он прогуливает работу. Или там делает плохую продукцию бракованную, не выполняет план. И это тоже, надо сказать, отчасти работало. Представляете, вот вы Иван Иванович, и все ваши друзья приходят в парк культуры и видят там ваши инициалы, а то и ваш портрет. Такие вот были эксперименты. Но, повторюсь, и в программах, и в оформлении существовал определенный сумбур. Есть у меня несколько доказательств этому. Порой истории получались странными, а иногда даже трагичными. Самая известная история – это история пресловутой скульптуры «Девушка с веслом» за авторством Ивана Дмитриевича Шадра. Вот Шадр, собственно, над девушкой и трудится. Скульптура была изготовлена в 1935 году по заказу Центрального парка, парка Горького, и установлена в центре фонтана. Я думаю, что все были в парке Горького, вы заходите, там сразу за входом площадь и фонтан. В центре этого фонтана стояла девушка. Стояла она, правда, недолго, потому что, как мы с вами помним, в том же 1935 году в парк Горького приехала комиссия из Кремля, группа ответственных товарищей во главе с товарищем Сталиным. И вот после визита они на все это посмотрели и сказали, что вот это вот надо немедленно убрать, потому что такие символы советской стране не нужны. После чего Шадра нещадно раскритиковали, скульптуру демонтировали и отправили в город Луганск. Там тоже в том году открывался парк, тоже, кстати, имени Горького он был. А Шадру поручили переделать, чтобы все было как у людей, и завтра же. Шадр переделает, в 1937 году появится вторая девушка. Такая вот. Он остался верен себе, по-прежнему она была обнаженной. Она простоит в парке до Великой Отечественной войны, потом будет уничтожена в ходе бомбардировок Москвы. А приживется в советской культуре третий вариант девушки с веслом – это уже Ромуальд Йодко. Один из коллег Шадра по цеху, он, скажем так, взял идею Ивана Шадра, но девушку одел. То есть там спортивная форма, шорты, маечка на ней были. Вот это произведение Йодко, оно станет со временем каноничным, с него будут сниматься копии, и по всему Советскому Союзу огромными тиражами оно разойдется. Были и еще менее приятные истории. Истории с портретами. Разумеется, территорию украшали помимо скульптуры изображения советских лидеров. Но куда же без этого? Вот это вот два портрета, их можно было увидеть в ЦПКИО в 30-е годы. Товарищ Ленин, товарищ Сталин. Курьез в том, что они были цветочные. Сейчас, тут, может быть, не очень хорошо видно, но это были портреты из цветов. Смотрелось вау. Но в один прекрасный момент усы товарища Сталина завяли. Да, кончилось все довольно грустно. Человек, по крайней мере, последняя информация, которую мне удалось найти, что был ряд сотрудников, которые за это отвечали, уволены. Что с ними было дальше, неизвестно. Но бывало и такое. Давайте все-таки перейдем к программам мероприятий. Мы выяснили, что были в парках тематические зоны. Давайте посмотрим, что же ждало нас с вами, если бы мы в 30-е годы пришли в парк культуры. Самые основные мероприятия были, разумеется, массовые. Вообще, как писали в методичках того времени, 30-х годов, для работников культуры, центр любого мероприятия – это митинг. И неважно, спортом вы занимаетесь, я не знаю, лекцией или даже танцами, все равно должен быть митинг, где будут озвучены какие-то верные идеи. Доходило порой до абсурда, что люди под
чутким присмотром массовиков танцевали на какой-нибудь площадке, потом звучала резкая команда типа «стоп», а сейчас, товарищи, проследуем на митинг. И все шли, ну или не шли, не всегда так было, на митинг. Эта практика, конечно, вызывала у людей определенные вопросы, и вскоре от нее откажутся, но прецеденты были неоднократны. Очень большое внимание уделялось спорту, точнее массовой пропаганде активного образа жизни. Были массовые зарядки, были всевозможные спортивные площадки, тут выбор был действительно огромен. Наверное, современные даже парки не дотягивают, футболы, баскетболы, волейболы, огромное количество мероприятий на воде, зимой коньки, лыжи, все это присутствовало. Да, вот тут играют в волейбол, например. Из необычных вещей надо отметить, пожалуй, плавание, потому что плавали в любом доступном водоеме. А в случае с некоторыми парками это была Москва-река. Например, парк Горького или Краснопресненский парк. Прямо в реке огораживался бассейн, такие вот деревянные мостики, и где, соответственно, люди учились плавать, прыгали с вышек, сдавали нормы ГТО. Все это происходило прямо там. Кстати, в парке, по крайней мере, в парке Горького купались аж до середины 90-х годов в Москве-реке. Еще из необычных развлечений очень популярная в 30-е годы игра, наверное, никто сейчас такого не видел, называлась она пушбол. Задача игры – забить огромный мяч. Играли 10 на 10, хотя тут, наверное, больше людей. В общем, забить огромный мяч руками в не менее огромные ворота. Очень популярное развлечение. А виды спорта были порой даже экстремальные. Вот, например, 1934 год на Воробьевых горах был построен такой вот санный трамплин. Ну, не трамплин, точнее горка. Вы садились, вот, если представляете себе смотровую площадку Воробьевых гор, примерно там она начиналась. Кто посмелее ложился лицом вперед на санки, кто не очень ногами, после чего вы скатывались вниз. Причем заканчивалась эта горка аж в Лужниках, чтобы вы могли себе представить. И вниз. Разумеется, спорт был не просто так, это было в интересах государства. Таким образом, физическая подготовка, она была связана, конечно, с военным делом. В военной подготовке тоже отводилось огромное внимание. В каждом парке действовал военный городок. Там, соответственно, проходили лекции, там можно было узнать, как правильно кидать гранаты, как стрелять. Там же сдавали на значок «Ворошиловский стрелок». Соответственно, там же учились, сдавали нормы ГТО, слушали лекции по военному делу, иногда даже технику пригоняли. Вот, например, в одном из военных городков первый советский танк МС-1 был представлен. Сейчас мы с вами технику, наверное, только на Поклонной горе сможем увидеть. И тут были нестандартные программы, например, в ЦПКИО действовал аэростат. Точнее, нечто вроде воздушного шара, не нашел изображений, поднимали человека на примерно 100 метров в воздух. Разумеется, это все было не бесплатно. Про платность мы тоже сейчас поговорим. А следом за спортом шло образование, мы с вами помним, точнее наука и техника. Во всех парках в 30-е годы существуют аллеи консультаций. Это, соответственно, обычная парковская аллея, где устанавливались такие вот павильоны, и где в определенные часы дежурили сотрудники, которые готовы были ответить на вопросы по своей теме. В данном случае здесь консультация по дирижаблестроению. Ни много ни мало, но вообще были странные и порой полезные вещи. Например, можно было узнать, как, не знаю, воспользоваться сберегательной кассой. Можно было узнать, как подать документы в какое-нибудь техучилище или университет. То есть люди, специалисты на эти вопросы отвечали. Можно было получить консультацию по медицинским вопросам. То есть буквально такой вот выездной пункт врача, где можно было обследоваться. А помимо этого существовали городки науки и техники, посвященные, собственно, техническим специальностям физики, химии, геологии и тому подобное. И, разумеется, политинформация. Куда же без нее? Еженедельно в каждом практически парке проводилась лекция на какую-нибудь актуальную тему. Ну вот, скажем, я не знаю, германский империализм в 30-е годы. Что-нибудь такое. Или там современная тактика боя. Или там отношения СССР с другими государствами. Всего этого было довольно много, это действительно были интересные активности. Проблема в том, что занимались ими зачастую непрофессионалы. Вот небольшой отрывочек одной из лекций по медицине из тех времен. Он посвящен кровообращению. То, что дословно говорил лектор. Выглядело это примерно так. Ну, тут бывало по-разному, хотя надо сказать, что наука и техника, она большой популярностью не пользовалась у посетителей парков. Особенное и очень пристальное внимание уделялось, конечно же, детям. Советская власть
по понятным причинам возлагала на них большие надежды. Особенно важно было то, что дети, они той вот старой дореволюционной жизни плохой не застали. Они как бы не испорчены ей, грубо говоря. Это такая вот табула раса, чистая доска, на которой можно что-то изобразить. А в каждом парке действовали городки или базы пионеров и школьников. Причем отдавали туда детей обычно с ясельного возраста. По той причине, что декрет 4 месяца, потом надо идти работать, а ребенка тоже нужно куда-то деть. Не у всех были родственники, и туда можно было в ясли, вот в такой вот детский городок на весь день рабочий ребенка отдать. Ну, это для совсем маленьких, для ребят постарше действовали свои интересные истории, были свои моменты. Так примерно выглядел детский городок в 30-е годы. А ребят, которые возрастом были примерно первоклассники или старше, они уже обладали некоторой свободой в этих детских городках. И на входе каждый ребенок получал что-то вроде, ну не знаю, назовем это паспорта, такого вот документа. И там фиксировались все передвижения этого самого ребенка. Там, допустим, он покушал, потом он поиграл, потом тихий час, потом он, не знаю, пошел, послушал какую-то лекцию и так далее. И на выходе родители получали не только свое чадо ненаглядное, но и полный отчет, чем ребенок занимался, что он не шатался без дела. Опять же, хорошая идея, но работала далеко не всегда. В первую очередь из-за цены. Детские городки были довольно дорогим удовольствием, это все было не бесплатно. И вообще в советском парке 30-х годов, как в общем и в современном парке, надо было иметь определенные средства. Сейчас тоже к этому перейдем. А дети, разумеется, участвовали в митингах, там были свои кружки, кинозалы, аттракционы. Такое, то есть детский городок был обычно таким вот парком в парке. Отдельный, кстати, это шествие приуроченное как раз 1 сентября. Такое вот детское. Или вот занятие кружка. Обратите внимание, на переднем плане вы можете увидеть лысого, наверное, все-таки мальчика. Это тоже обычная история. В детских городках часто проводилась дезинфекция, и детей брили на лысо. Взрослых, собственно, тоже таким образом боролись с овшами, как нетрудно догадаться. Но это все, скажем так, образование, воспитание. Давайте поговорим о том, что больше всего нравилось людям. Я, конечно же, имею в виду развлечения. Какие же в парке, если вот вы не хотели слушать лекцию, и спортом тоже заниматься не хотели, и консультироваться не хотели, как вы могли развлечься? Могли. Основным развлечением, которое всегда притягивало огромное количество людей, были, конечно же, аттракционы. Один из самых известных аттракционов парка Горького – парашютная вышка. Они появятся во всех парках абсолютно. А в парке Горького одна из первых – 30-й год. С аттракционами шли споры. Очень большие. С момента создания парков считалось, что это такой вот буржуазный пережиток прошлого. Нам это не нужно, советский человек будет развлекаться по-другому. Вскоре поняли, что эта история не рабочая, что люди аттракционов хотят, они популярны. Тогда стали думать в другом направлении. А давайте-ка мы аттракционы переделаем, чтобы они не просто развлекали, а чему-то обучали. Был ряд экспериментов в 30-е годы, получалось порой довольно странно. Например, был социалистический оракул. Знаете, может быть, такой вот автоматик, кидаешь в него монетку, он тебе предсказания дает. Ну или вот в печеньях бывает тоже предсказания. Так вот, в советской версии, которые были в парках культуры, все то же самое, вы получали предсказания, но там было что-то написано, что-то вроде «в следующем квартале вы перевыполните план в 2 раза». Что-нибудь вот такое. Да? А был еще из интересного лабиринт. Соответственно, вы попадали в некий лабиринт, где были двери. И на каждой двери был написан какой-то лозунг. А если лозунг был правильным, вы выбирали правильную дверь, вы могли пройти дальше. Если же вы выбирали дверь с неправильным лозунгом, то вы оказывались в тупике. То есть из этого лабиринта, выбирая правильные лозунги и заодно их заучивая, надо было выбраться. Но все это какие-то разовые истории, широкого распространения они, конечно, не получали. Тогда пришли к третьему, самому рабочему варианту, действительно оставив аттракционы, но совместив их все-таки с неким опытом. Как в данном случае, парашютная вышка, ну, казалось бы, развлечение, да? Но в то же время, спрыгивая с нее вниз, а там была высота 35 метров, вы получали некое представление о том, как прыгать с парашютом. Да, поднимались вот в данном случае на эту вышку, естественно, пешком, никаких лифтов, наверху была площадочка, тут совершался прыжок, разумеется, за 30 метров парашют не открывался. Там, если приглядеться, вы можете увидеть, были тросы,
человек просто, по сути, по тросу съезжал. Что-то вроде сейчас называется зиплайн, по-моему. А тем же, кто не мог или не хотел спрыгнуть, они могли спуститься по-другому. Вы обратите внимание, наверняка обратили внимание на спираль, это была горка. Кто не хотел прыгать, садился на горку и на коврике вниз по этой горке съезжал. Да, из интересных историй, связанных именно с этой вышкой, на входе был, как бы сейчас сказали, фейс-контроль. Туда надо было купить билет, разумеется, это было отдельное развлечение. Но еще на входе стоял сотрудник, который просил билет и что еще, как вы думаете? Дыхнуть, абсолютно точно. Тех, кто был выпившим, а пиво в парк продавалось, причем это было отдельное постановление Моссовета, за этим очень четко следили. Так вот, тем, кто был выпившим, их на вышки не пускали. То есть, да, и развлечения, и какой-то вот опыт. Другой пример подобного аттракциона – это петля Нестерова. Она же мертвая петля, человек садился в самолет, который, собственно, эту мертвую петлю и совершал, а то и несколько. Или вот летающие люди. Соответственно, такое креслице, хоп, вас переворачивали вниз головой. Были, конечно, и более классические варианты, например, какие-то качели, карусели, все это тоже присутствовало. Но здесь была другая проблема. Дело в том, что все аттракционы и вообще все активности в парке были очень дорогими. Для сравнения, вход в парк в 30-е годы стоил в среднем 10-15 копеек. Эта стоимость сопоставима с, не знаю, буханкой хлеба и была доступна каждому человеку. То есть войти в парк, купив билет, а иногда и через дыру в заборе, мог абсолютно каждый. Но вот дальше начиналось интересное. Хотите аттракцион? Заплатите отдельно. Хотите поесть? Разумеется, заплатите отдельно. Хотите на лекцию или на концерт? Тоже заплатите отдельно. Причем цены кусались. Возвращаясь к той же самой парашютной вышке, прыжок с нее стоил 3 рубля. То есть в 30 раз дороже, чем входной билет. И поэтому возникала ситуация, когда в парк могли попасть все. Что? Средняя зарплата, чтобы не соврать, 250 примерно рублей в тот момент. Про средние зарплаты тоже дальше чуть поговорим. Там есть одна интересная история. То есть прыгнуть уже мог не каждый. Не каждый. И получалась ситуация, когда люди приходили в парк, но могли только смотреть. Смотреть глазами, как прыгают и веселятся другие. Это было, конечно, не очень приятно. Да, еще один необычный аттракцион, его пропустил, тоже тренировка, был такой вот огромный металлический, вот как блин. Туда вставало много-много-много людей, после чего аттракцион включали, и блин начинал вращаться. Последний, тот, кто оставался на нем, получал какой-то приз. Тоже такая вот тренировка. Сумбур парковских программ приводил порой к совершенно безумным контрастам. Скажем, в любом парке были театральные сцены и приглашались туда порой довольно известные коллективы. Скажем, самое известное в том же парке Горького, так называемый «Остров танца». 30-е годы, балетные спектакли, артисты Большого театра, безумно дорогие билеты, которые моментально разлетались. Остров этот сохранился, он в парке на Голицынских прудах. Проходим еще каких-нибудь 200-300 метров, и там уже народ танцует под гармошку. Кстати, во всех парках в 30-е годы была вакансия баяниста. То есть эти люди были крайне нужны и востребованы как раз-таки для таких вот массовых мероприятий и танцев. Проходим еще 200 метров и попадаем, скажем, на станцию дезинфекции. Ассортимент, повторюсь, услуг в парках был просто колоссален. От артистов Большого театра до вот танцев под гармошку и станции дезинфекции, где можно было подстричься, например, побриться, постирать вещи и, извиняюсь, пройти дезинфекцию, то есть вывести тех самых вшей. Или иногда даже сделать прививку. То есть такой вот был ассортимент. Кстати, с танцами тоже любопытная история. В 30-е годы в СССР начинают проникать буржуазные западные танцы, такие как танго, фокстрот, и первоначально они, естественно, попадают под запрет. У нас в стране Советов танцы должны быть свои. Но люди все равно продолжают танцевать. Очень сложно людям такие вещи запретить, поэтому в парках культуры принимают гениальное решение. Если не можешь победить, то возглавь. В московских парках создаются, соответственно, кружки, где обученные специальные инструкторы всех желающих за очень неплохую плату как раз-таки обучают танго, фокстроту и другим модным танцам. Все это продолжается несколько лет, а потом приводит к страшному скандалу, к вопросу про средние зарплаты. Дело в том, что проводится Моссоветом расследование, и выясняется, что среднестатистический инструктор по танцам получает от 2 до 3 тысяч рублей в месяц при зарплате средней в 200.
Но, разумеется, все это не совсем легально было. А после этого, да, прошла, с позволения сказать, такая вот чистка этих инструкторов, такой вот любопытный прецедент. Ну и если же вы не хотели не развлекаться, не образовываться, то, конечно же, в парке всегда была возможность отдохнуть. Я уже говорил про огромные зеленые территории, были обустроены набережные, были, ну, кстати, тут очень хорошо виден вот этот вот бассейн, про который я говорил. Соответственно, там такая вот ладья стоит декоративная, и вот рядом бассейн как раз, где, собственно, и плавали. Были набережные, были прокаты лодок, были различные зонтики, шезлонги, все были библиотеки и избы-читальни, все это было к услугам посетителей. Но, разумеется, тоже за деньги. Например, прокат лодок в Измайловском парке. Или вот посетители в Сокольниках отдыхают в шезлонгах с книжкой. Шезлонги, зонтики, все тоже надо было брать на прокат. То есть в этом смысле советский парк от какого-нибудь капиталистического не отличался практически ничем. Были, разумеется, и солярии, такие вот массовые загорания. А в парках из еще одной любопытной истории были городки однодневного отдыха. Мы уже поговорили про науку и технику, про детские городки. А с городками однодневного отдыха история следующая. Мы помним, что у нас непрерывка. То есть у каждого какой-то один выходной на неделе есть, его день. Так вот, в качестве поощрения или за собственные средства, если вы очень хотели, можно было в крупных парках культуры купить как раз-таки путевку в этот самый городок однодневного отдыха. Это выглядело в целом как санаторий. С той только разницей, что вы приезжали туда утром, затем была программа там, с развлечениями, с отдыхом, с едой включенной, с какими-то тоже лекциями, кинопоказами. Это было по-разному, но вечером вы не шли спать, как в каком-нибудь санатории, а просто уезжали домой, посвежевшим и отдохнувшим. Вот как раз изображение, это Воробьевы горы, если я не ошибаюсь, одного из таких городков. Они в 30-е годы были довольно популярны. В основном туда профсоюзные путевки шли, либо можно было за свой счет, хотя и не дешево. А в результате всего этого получается довольно странная история. С одной стороны, парки популярны, число посетителей постоянно растет. Тот же самый парк Горького, в первый год, мы помним, 1 миллион человек, в 1931 году уже 3,5, а к концу 30-х уже 14 миллионов человек в год. То есть огромные цифры, посетителей очень много. С другой стороны, есть развлечения, хотя доступные не всем. А с третьей стороны, парки очень быстро становятся то, что сейчас бы назвали витриной социализма. То есть это такое место, куда помимо рядовых граждан приезжают деятели культуры, политики, куда зовут иностранных гостей. Вот, например, Герберт Уэллс, 1934 год, в парке Горького с директором стоит. Директор потом проведет около 20 лет в местах не столь отдаленных. 1937 года. Но не суть. В общем, Уэллс, приехавший в парк со своим сыном, в 1934 году был крайне впечатлен. Уезжая, он назовет это место, я имею в виду парк Горького, фабрикой счастливых людей. Такое вот очень красивое выражение. Тогда же, в 30-е годы, их будут называть по-разному и комбинаты культуры, часто очень тоже, ну как у нас, есть производство, да, есть вот комбинат культуры, где делают счастье, да, фабрики счастливых людей, город в городе. Вариантов будет много. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эта вот программа властная по образованию, по внедрению определенных идей, это все тоже, конечно, было заметно. И за это парки подвергались определенной критике. Разумеется, не напрямую это происходило, а в несколько завуалированных формах. Здесь вот любопытный снимок – это инсталляция в одном из парков. Это сапог товарища Сталина на фотографии. А перед ним стоит человек, со спины мы его, конечно, не узнаем, но это Илья Ильф. Ильф и Петров, я думаю, известнейшие советские писатели, в 1932 году напишут шикарный фельетон, посвященный паркам культуры. Он называется «Веселящаяся единица». Я крайне рекомендую вам с ним познакомиться, если вы не читали, довольно-таки короткий, но приведу сейчас только один небольшой отрывок из него. В одном из столичных парков, где деревья бросали пышную тень на трескучий песок аллей, целое лето висел большой плакат: «Все на борьбу за здоровое гулянье». Но никто здесь не гулял.
Деревья праздно бросали свою тень, и ничья пролетарская пята не отпечаталась на отборном аллейном песке. Здесь не гуляли, здесь только боролись за здоровое гуляние. И вот, да, такая вот иллюстрация из этого фельетона. Суть его в том, что руководство парков, парк Горького в данном случае, сидит и обсуждает, как бы, что бы им еще наладить. И в том числе придумывает историю всем гуляющим выдавать, соответственно, палочки для сбора мусора, а на спины их вешать плакаты с определенными лозунгами. И поговорив об этой программе, о том, что хотели власти, мы уже в этом разобрались, давайте мы с вами попробуем ответить на следующий вопрос. А чего же, собственно, хотели люди? Чего хотел среднестатистический посетитель парка? Хлеба и зрелищ. Отличный ответ. Так, будут какие-то еще варианты? Удовольствие. Ну, в общем и целом вы, конечно, верно угадали мысль, которую я пытаюсь донести. Люди, конечно, в основном хотели двух вещей и ждали их от парков культуры. Дело в том, что лозунги, соответственно, цели, митинги, выступления – это все прекрасно. Но иногда человеку хотелось расслабиться. Поэтому основное, к чему стремились посетители, сейчас попытаюсь доказать, что это было так, это, во-первых, конечно же, отдых, не культура, да? То есть они хотели отдыхать. Это одна из аллей парка Горького, Ландышевая, такая очень красивая. Были такие светильники. И второй момент, конечно же, люди хотели веселиться. То есть веселье, тут вот фото с одного из карнавалов. Карнавалы с 30-х годов тоже в парках проводились. Естественно, не какие-то там буржуазные, а социалистические карнавалы. Тоже отдельная история. Сначала в парке Горького, потом и в других московских парках эту традицию, собственно, взяли в оборот. Там были тоже маски, танцы, музыка, веселье до утра. Вот так это примерно все выглядело. Так вот, люди хотели отдыхать и веселиться. Но власти хотели несколько иного. И это, конечно же, приводит нас к одному очень большому противоречию между тем, что хочет власть, и тем, что хотят люди в массе своей. И мы переходим дальше. Поговорим о том, как же все это менялось. Вообще изменилось, какая судьба ждала парки культуры. Конец 20-х и, собственно, 30-е годы – это пора экспериментов. Мы, наверное, уже поняли, были разные идеи, что-то приживалось, что-то нет. Но вот это противоречие между желанием власти всех образовать, научить и воспитать, и между желанием населения как-то вот отдохнуть от всего этого, оно обозначалось все более и более явно. Это стало очевидно уже к середине 30-х годов, и здесь еще очень важный момент – это год 37-й, репрессии. Они коснулись и руководства парков, огромное количество людей, которое стояло у истоков парков культуры, по крайней мере в Москве, оно было, в общем, репрессировано, что тоже не могло не сказаться на программе учреждений. Уже к концу 30-х с экспериментами начинают заканчивать. И программа парков, скажем так, устаканивается и приобретает тот вид, в котором просуществует практически до конца советского строя. Собственно, какие же были аргументы и возможности у каждой из сторон в этом самом противоречии и сражении? У власти, разумеется, был административный ресурс. Она могла людей согнать. Бывало такое, проводились тематические дни, скажем, День железнодорожника. В парке Сокольники все железнодорожники Москвы дружным строем едут туда. Было и идеологическое давление, то есть взывали к сознательности людей, к долгу родине, государству и так далее. Были поощрения и наказания, и, конечно, был контроль. Но люди тоже не были беспомощными. Это, конечно, была неявная борьба. Никого с милицией в парк не тащили, понятное дело. И открыто там против парков, разумеется, никто не протестовал, но вот эта вот привычка, я бы сказал, показать власти сочную дулю, даже если эта дуля спрятана в кармане, она у людей была всегда. Это относится не только к Советскому Союзу. Так вот, у людей было право выбора, то есть они могли и не ходить в парки при желании. Они голосовали деньгами, то есть если активность не нравилась, туда не шли вообще. Если не хотели что-то там покупать, пользоваться, этого не делали. И еще сейчас поговорим про субкультуры. В итоге, как ни странно, в данном случае желание людей отдыхать и развлекаться, оно, я бы сказал, возобладает. Да? Очень хорошая иллюстрация, это уже 50-е, правда, годы.
На газоне не сидеть, но все сидят. Оно возобладает, и любой парк культуры и в Москве, и в других городах, он станет таким вот двойственным. С одной стороны, останется официальная программа. Она будет буквально не меняться из года в год. То есть мероприятия там, к 1 мая, 7 ноября, это какие-то там идеологические истории. То есть парки начинают вот так вот консервироваться, я бы сказал. В официальную программу никаких нововведений практически не вносится, хотя, конечно, определенные эксперименты и бывают. То есть вот такой вот классический советский парк, да, со знаменами, лозунгами, плакатами. Здесь можно вспомнить цитату небезызвестного Иосифа Бродского, посвященную как раз паркам культуры. А с другой стороны, есть желание людей развлекаться, есть активности, которые люди посещают, а власти им как бы и не мешают. То есть какие-то аттракционы, все это продолжает пользоваться популярностью в 30-е, 40-е, 50-е и так далее, вплоть до распада Советского Союза. А к тому же за эпохой 30-х годов, за эпохой репрессий наступит война, и советский человек, собирательный, конечно, образ, он, можно сказать, повзрослеет, возмужает. То есть если в 30-е годы идея о том, что надо реально воспитать как-то людей, она была актуальной, и многие что приходили в парк за этим воспитанием, то уже к 50-м, конечно, такая необходимость фактически пропадет. А были, конечно, яркие мероприятия в парках, помимо официальных программ, скажем, вспоминая тот же парк Горького, товарищ Хрущев, 1960 год, когда в небе над Советским Союзом был сбит американский самолет-разведчик. Его остатки, соответственно, там личные вещи пилота, куски самого самолета, они были выставлены на всеобщее обозрение как раз в парке Горького. Даже товарищ Хрущев на эту выставку приезжал, выступая там с какой-то пламенной речью. Были дни республик, были дни ДОСААФа, то общество добровольного содействия авиации, армии и флоту. Были странные истории типа массовых свадеб, например. Одно время в конце 70-х очень популярные, когда в один день много-много людей приезжали в парк, значит, ну и сейчас приезжают люди пофотографироваться, свадьба, там красивый вид, аллея, тогда же это прям тоже было массово. Но в целом народ шел своим путем, со своими программами, развлечениями, а власть своим. Как мудро выразился один из директоров парка Горького уже в 70-е годы, сказал следующее: основная задача парка – это не мешать людям развлекаться. И был, в общем, абсолютно прав. А плюс происходит такой тоже очень важный и масштабный процесс, не буду сейчас про него подробно рассказывать, я говорю вкратце изложу, я говорю про субкультуры. Когда человеку по тем или иным причинам тесно в рамках официальной культуры, то есть вот приходит он, значит, в этот парк и попадает на очередной митинг, это ему не нужно, особенно когда человек молодой. Вполне нормально, то есть идеи протеста, все это формируется и рождаются субкультуры, которые не обошли и Советский Союз, разумеется. В 50-е и в 60-е это были небезызвестные стиляги. Кстати, очень хороший фильм, советую посмотреть. Там парк Горького тоже фигурирует, собственно, там все и начинается. Позднее это были рокеры, битники, панки, в общем, самые-самые разные субкультуры. Что любопытно, в конце 80-х с началом перестройки парки культуры снова станут популярны именно у молодежи, уже на волне таких вот новых веяний и протестов. Недаром именно в парке Горького родится небезызвестная одноименная группа «Горький парк». Она была создана именно в парке Горького в конце 80-х, выступая в Зеленом театре. Театр этот с 30-х годов сохранился, в общем, до сих пор. Сейчас там театр Стаса Намина. Одна из, наверное, самых известных песен перестроечных времен, западных, скажем так, это «Wind of Change». Scorpions, там тоже, собственно, были такие строчки. Follow the Moskva down to Gorky Park. Чем же все это, собственно, закончится? Закончится тем, что в каком-то смысле люди с их желаниями отдыха победят, потому что Советский Союз исчезнет как государство, а парки останутся. Заметьте, что они не коллапсировали вместе с СССР. Из них пропадет вся идеологическая составляющая по понятным причинам, а вот развлекательно-досуговая никуда не денется. А более того, если мы посмотрим на планировку
архитектуры современных парков и наполнения мы увидим очень многое. То есть что было заложено в 30-е годы, вот это вот зонирование, огромные культурные предложения, но любой, скажем так, вкус и кошелек, это все присутствует в парках до сих пор. Есть, конечно, и современные вызовы, подобные многофункциональные истории, как, например, торговые центры, где можно и отдохнуть, и повеселиться, и в кино сходить, и поесть, и многое другое. Или, скажем, да, специальные парки развлечений, привет, остров мечты, не так давно открытый. Все это есть, но при этом парки остаются, продолжают функционировать, продолжают принимать миллионы людей ежегодно. В среднем, кстати, в выходной день в крупный московский парк приходит около 200 тысяч человек. Довольно внушительная сумма. И продолжают оставаться символом досуга, отдыха и даже немножечко культуры. Не побоюсь этого слова. На этом я, наверное, с лекционной частью закончу. Если остались вопросы, с удовольствием готов на них ответить.